Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет опять необычное бритье, и не только по составу участников, но и по тому, как я замачивал полотенце. Это я вам еще отдельно покажу. А пока лишь хочу сказать, что завтра 11 июля, полгода как умер Александр, царство ему небесное, поэтому сегодня вот практически все, что вы увидите, это будет вот химия, я имею в виду, косметика. Это все от Александра. Чтобы не тянуть, выйдете на крупный план, рассмотрите все подробно, а я тут начну химичить потихонечку. Станочек, парни, сегодня АТТ, трехсоставной, он у нас уже был на обзоре, станок любезно предоставлен Валерием Баглий. Как он выглядит, я вам уже подробно показывал в одном из своих обзоров. Лезвие мы поставим, давайте, ребята, наверное, спутник. Мне интересно стало, как он на нем отработает. Да и спутника у нас давно так-то разобраться с вами не было. Ну и как сами понимаете, если не дай бог что-то там не сработает, то у нас на подстраховке будет физер. Лезвие, смотрите, как хорошо запечатано, припечатано, даже открываться не хочет. Каждый раз, когда беру этот станок в руки, поражаюсь его качеству. Монументально все сделано. Давайте вначале вес станка посмотрим, я вам напомню, чтобы вы там по обзорам не искали, не смотрели. А потом рассмотрим его подробно. 110 грамм. Лезвие в расчет мы брать не будем. Длина ручки порядка 90 миллиметров. Такое, даже извиняюсь, крупным планом приятно показывать. Хотел внутреннюю часть плиты вам показать. Не так это делается, вот так. Резьба работает прям супер, комично. Выход лезвия равномерный. Легкий такой, видите, наклон, своего рода такой косорез, если можно так сказать, конечно. Вместо мыла у нас сегодня будет крем Edgerk. Вообще даже не знаю этой фирмы, но тем не менее это, конечно же, интересно попробовать. Качественная, хорошая подача материала. Запах интересный, но не тот, от которого я бы стал фанатеть, но тем не менее запах неплохой. Упаковка чудесная. Выглядит так очень презентабельно, я вам скажу. Вместе с автошейвом, который идет в такой же коробочке. Александр, царство ему небесное, даже акцент сделал об этом. Когда мы с ним разговаривали, он говорит: Вадим, когда будешь ребятам показывать, обязательно постарайся вот эти две вещи использовать вместе. Говорит, якобы какой-то эффект должен быть интересный от этого. Это коробочка от автошейва, а сам автошейв выглядит вот так. Тоже так, знаете, но очень серьезно. Прям как-то прям по фэншуйному. Глядя на всю эту упаковку, парни, я думаю, что тут ценник-то повыше среднего. Хотя еще не знаю, еще не гуглил, сколько это стоит. Помазок, ребята, у нас сегодня представляет опасная бритва РФ. Она нам с вами предоставила Омегу. Омега, смотрите, в каком интересном исполнении. Да, это барсук, размер М. Упаковка идет вот такая вот необычная, нестандартная. Внутри паспорт, как вы видите. Прям крепенько, так все хорошо, надежно. А крышкой служит подставка. Она же прям внутри вот так на помазок и одевается. Тырт, которую, конечно же, вы можете использовать по прямому назначению. Сам помазок. Барсук. Барсук размера М. Судя по ворсу, это начальная стадия барсука. Диаметр узла 22 мм, высота 55, как и ручки. Ручка у нас 55 тоже. При весе 46 грамм помазок выглядит игрушечным, но ручка удобная. Ну и скажу так, знаете, как-то даже презентабельная. Вот эта часть как-то похожа на губную помаду у женщин, но все равно как-то непривычно его держать и в то же самое время приятно. Посмотрим, как он будет в работе.
Несмотря на то, что у нас сегодня будет крем, и чаша как бы и не нужна, сами понимаете. Но тем не менее, мне их нужно вам показать, поэтому сегодня, ребята, будет чаша. Чаша от Дмитрия Алиференко. Чаша непростая, монументальная, я бы даже сказал элефант. Потому что сами размеры, ну, впечатляют, серьезно впечатляют. Ее размеры, кстати, раз уж мы заговорили, по наружке она выходит чуть ли не на 18,5 сантиметров. При внутреннем диаметре 15 сантиметров, но это по краям. Здесь внутри, я думаю, даже больше будет, 15,5. Чаша имеет помимо внутренней полости, куда вы будете заливать горячую воду, чтобы у вас пена была теплой, поперечные радиальные насечки. Здесь парочка пупырышек для улучшения сбивания пены. Ручка в стиле Александра имеет вот такую вот штучку, чтобы вам держать было удобнее. Упор, не упор, ну как-то вот так, наверное, все-таки упор можно назвать. Сбоку чаша выглядит тоже достаточно презентабельно, с нижней части все хорошо, все в порядке. Здесь вот логотип Дмитрий Алиференко. Впервые это вижу, что-то не обращал внимания. Сама по себе чаша нравится. Почему Дмитрий ее отбраковал, сказать не могу. Скорее всего, тут какие-то эстетические вещи. Вот, может быть, типа этого что-то. Может быть, вот это. Ну, не могу сказать. Вот тут вот парочка каких-то сереньких пятнышек. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Чисто внешне чаша, конечно, бомбезная. И мне она очень нравится. Все, это все, что сегодня будет. Пошли бриться. Кто из вас смотрел последнее видео, наверняка знает, что у меня проблема с горячей водой, горячую воду рубанули. Поэтому вот в чаше от Дмитрия Алиференко, вот в этом вот элефанте, сегодня нашли уют и пристанище все. И полотенце, и помазок новенький, замоченный от Омеги, барсучонок. Поэтому вот сейчас вот отсюда все вытаскивать и буду. Так, первым, конечно же, уберу сейчас, наверное, все-таки помазок. За одним проверим, сколько он воды в себя хомячит. Ой ты какой. Никак не угомонится. Обратите внимание, я его не трясу. Так, ну ладно, хлопцы, все, я подставляю чашу, потому что долго придется так ждать, наверное. Он как этот... Ну не держит мальчик. Пись, подписывает. Ну вот видите, вот я наклонил, маленечко видно, вот столько воды он в себя впитал. Мы его по-прежнему в чашу уберем. А сейчас, наверное, сразу же возьмемся за полотенце. Я тут маленечко не подрасчитал, я туда кипяток налил. Очень сильное подозрение, что, наверное, не стоит мне сейчас прям вот так на лицо-то. Да нет, вроде остыло уже. Парни, просто офигеть. Никогда не думал, что в одном скатле может сразу же столько всего уместиться. И полотенце для бритья, и помазок. Но факт остается фактом. Лишнюю воду мы, пожалуй, выльем. Точно кипяток. Так, вот так, наверное. Нафиг, лишнее нам не нужно. Давайте, наверное, начинать уже с кремом разбираться. На крышке он уже маленечко, видите, так уже подзагустел. Пока будем взбивать, я этот нанесу в качестве пришеева. Вот так пускай и будет. Так, вытаскиваем наш помазок, убираем воду. Ух. Как будто собаку под дождь выгулял. Она пришла, отряхнулась, и на тебя прилетела, и такой духан, знаете, прям не попоная, а такой пинк-то хороший пахнет. Ну давай, покажи, что могешь. По работе мягкий. Какой-то стерженек есть, но он не твердый, он эластичный. Такое ощущение, что, знаете, казачью колбасу вот так вот, она вот как-то сгибается. Загрузили хорошо, крем помяли не сильно. В качестве пришеева сейчас крем нанес.
чувствуется его тугая структура, несмотря на то, что он не такой уж и мягкий. Он, если брать, вот, он не расплывается. Будь он в тюбике, вы задолбались бы его выдавливать. Но и не мыло. То есть вот так как-то вот интересно. Мне кажется, все-таки неплохо мы с вами его загрузили. Для такой чаши, я думаю, что это немного. Да и вообще глупо, конечно, этим по мазкам лезть в чашу. Но, как я уже говорил, ребята, надо показывать, поэтому идем в чашу. Вначале весь крем размазался по донышку и загустел. Чаша горячая. Ну, в смысле, как горячая? Я думаю, градусов 50. Рукой-то, видите, я ее, в принципе-то, могу держать. Чайник только закипел, я сразу туда набузовал и вовнутрь, и снаружи. Вернее, вначале в чашу налил, а потом уже вовнутрь. Так, на помазок не будем надеяться, вот так водички добавим. Вот, пошла руда. Смотрите, вот уже как бы процесс-то преобразился. Не уверен, но помазок как-то себя странно ведет. Ну, в смысле, странно хорошо. Вот сейчас в работе он показывает какой-то, знаете, какой-то шарик. Намекивает, что вот ты вот хвалил и роковский от Мюллей, и материковский, а я тоже так могу. Ну, по крайней мере, в чаше. Сейчас посмотрим, что он на лице покажет. Парни, ну тут уже супер-пупер генерация пошла. Смотрите, он уже на стенке выплевывает. Я думаю, мы с вами еще маленечко воды добавим. И больше уже не будем. Будем доводить до кондиции. Запах псины до конца не перебился. Но стал значительно меньше. Под последним или предпоследним видео кто-то из вас спрашивал по поводу того, что там псина сильно несет. Если сильно несет, ребят, я вам не могу сказать за всех. Я могу сказать, как бы я бы поступил. Хотя ребята в теме один раз советовали, что там много всяких интересных вариантов. Я сделал так. Я пошел в аптеку, купил перекись водорода и туда в стаканчик. И оставил так где-то, ну, минут на 15, наверное. Потом промыл. И так 3 раза. Ушло. Есть еще вариант, говорят, дедовский народный, но такой я не пробовал, только слышал о нем. Это хозяйственное мыло. Берете хозяйственное мыло и им 3-4 раза сбиваете, просушиваете, сбиваете, просушиваете. И якобы должно быть все нормально и хорошо. И вы не забывайте, что у меня жена кошатница, поэтому у нее многие всяких шампуней, которые там кошаков мыть, там дарам. Есть шампуни для собак. Есть шампуни, которые эту составляющую запаховую выводят. Вот пойти в зоолавку ближайшую и сказать, ребята, вот мне бы что бы так вот, чтобы запах шерсти-то вывести, вот с кошачьей, собачьей, и посмотреть, что они посоветуют. Возможно, такой вариант поможет. Но избавиться от него достаточно просто. Я не напрягаюсь. Я не такой, как-то, знаете, вот так вот, сильно я так вот не реагирую на это. Мне достаточно по мазкам 3-4 раза с мылом поиграться, и все, там какой-то запах, если останется, мне он уже как-то по барабану. Все, ребят, смотрите. Ну куда еще-то? Усы, лямур, тужур, абажур, все на месте, он даже рога уже есть, хотя я их не заслуживал. Так, ладно, пошли бриться. Чуть-чуть намочим. Да, ребята, есть шарик, есть. Барсуковский, вот тот, который материк и Мюля показывает, но он как-то, знаете, он призрачный. Там он плотный, сбитый, вы его чувствуете, у вас как ртуть вот так перекатывается, вы балдеете от ощущения этого шара. А здесь он как бы, вот ртуть в 3-4 раза разбавили, вот тот же самый ежик получится, вернее тот же самый шарик, но как ежик, потому что вот здесь кончики колятся, ребята, колятся. Кто любит точечный массаж, оно, кто его не любит, даже не думайте, у нас исколется его. И колет-то так изрядно, я вам скажу. Ну, нормально, хорошо. Так, на станок горячей воды я не оставил, буду холодной фигачить. Ну давай, побреемся.
М. Сглупил я, ребята, сглупил. Что-то тяма не хватило. Смотрите, для ополаскивания холодная вода, лицо перед этим распарил салфеткой, которую замочил в катле, пена теплая. Ну, чуть-чуть бы еще мозгов добавить и взять бы отдельный стаканчик, куда налить бы горячей воды. И сполоснул в холодное, а потом тырц в горячую и вперед. А так что получается холодным станком. Не, ну не то что жим-жим, но с теплым-то, сами понимаете, было бы лучше. Кожаная хорошая. АТТ. Хороший станок. Так, ну-ка. Пена прям. После холодного станка надо тебя вот так вот прям, иди ко мне, иди, я тебе тут сейчас все устрою. Сейчас. Сам уплываешь, вот холодный станок, дыщ, и все, и бриться начинаешь. Да, ребята, шарики есть. Пусть маленький, пусть не такой могучий, как у тех ребят, но шарики есть. Ну, смотрите. О. Еще минус есть. Он тут пытается хребет продемонстрировать не в том месте, где нужно. Это уже в заключительном условии. Сейчас я вот это вот все так по полочкам разложу. Удивляет лезвие. После того, как прошел станок, остается немного, но остается. Для того, чтобы добить, хватает. Но это, скажем так, это раза в 2 меньше, чем на мичеловском мыле. Там прям
Что брился, что не брился, станком прошло, там еще столько же. Пены нет, а что-то там есть. Вот здесь 2 раза меньше, ребят. Такое ощущение, что здесь форсинки прям сидели специальные люди и так чик-чик-чик-чик затачивали, чтобы они остренькие такие были. Сейчас танком иду, пену снимаю и чувствую, как от пены пахнет псиной. Прикиньте. То есть запах-то такой, да, сильный. Офигеть. Практически добривок-то не надо будет. Ну так, пара-тройка мест, которые я чувствую, сейчас махом и соберу, да и все. Так. Ну, кстати, сейчас я поймал на мысли, что практически не лажу за кремом в чашу. Второй проход мы за ним точно не ладили. Ну давайте уже маленько возьмем-то что. Ух ты, вот что. Мазок манит и отталкивает. Расскажу. Смотрите, что осталось. Прям так хорошо. Новички, не повторяйте за мной, не дай бог порежетесь. Я просто ребятам хочу показать, смотрите, что внутри осталось. Это вот все вот в эти вот отверстия собиралось, и вот здесь вот она аккумулировалась. Тут не станок. Я думаю, может быть, отлить части крем. Ну, а часть, конечно, холодная вода. То есть я промывал-то его в холодной, не в теплой. Все-таки тепленькую это надо было ему организовать. Так, ладно, это пока убираем в сторону. Давайте посмотрим, что у нас есть. Да, блин. Ну, в чаше тут насобирать, конечно же, еще можно будет изрядно. Но не станем мы это делать. Мы сейчас посмотрим, что для нас помазочек саккумулировал. Ну, смотрите. Нормально он покрысил. А на пену гляньте. Видно, да? Вот она. Прямо говородеец. Супер. Просто супер. Ну, псиной забито все, парни. Просто забито все. Так. Автошейф. Автошейф.
Фух, хорошо. Я когда воду из котла выливал, мысль пробежалась, ну а что бы на лицо-то не пустить, а потом подумал, да ну нафиг холодный компресс, он, знаете, время-то от времени, это хорошо, это здорово. Такие, знаете, какие-то необычные чувства от бритья. Есть чему удивиться, есть чему порадоваться, есть расстроиться из-за чего. Ну не то чтобы расстроиться, а так, знаете, так, слегка. Ну сейчас обо всем поговорим. Автошейв. Автошейв. Не помню, что я когда-либо пользовался вот подобного рода вещами, чтобы вот с таким вот дозатором. Может быть и было, но так редко, что сейчас уже действительно не помню. Ну, когда-то же надо начинать. Давайте сейчас попробуем. Наверняка вот такие вещи обычно пишут shake before use. Вот. Считайте, что мы все потрясли, все нормально, там кукарача. Так. Воздушная. О как. Терпение, мой друг, терпение. Это он мне хотел сказать. Не торопись, все будет хорошо. Такая, знаете, молочко. Не, ну запах-то, конечно, не мой. Тут, скорее всего, ударение делается, вот я как думаю, не знаю. Конечно, буду рендерить, буду гуглить, там, чтобы там посмотреть, но, скорее всего, ударение делается на какие-то свои, якобы, качества этого продукта. Потому что ну, запахом оно брать не будет точно. Наверняка оно какое-то супер-пупер пользительное, что вот после каждого применения у вас там, допустим, там денег станет на 10% больше, или там девчонки начнут вешаться, там, или кожа станет там на 5 лет моложе, ну что-нибудь такое. Потому что ну, не запах его сильная сторона, это точно, что-то там другое. Но это при условии, если оно стоит хорошо. А если оно стоит где-то в пределах 10-15 евро, ну, думаю, это минус 10% денег, минус девчонки, оставляем что? Молодую кожу, ну уже нормально, уже хорошо, пускай так и остается. Не люблю я молочко, ребят, ну не люблю. Редко-редко попадается молочко, когда вы его использовали, оно хлобысь, и буквально там 5-10 минут прошло, и его уже не чувствуешь. Как правило, это долго, там 30-40 минут, пока оно впитается. И то оно впитается, а потом еще какой-то, знаете, такой липкий налет остается. Вот это мне не нравится. Зимой вполне может быть. Там куда-то собрался, куда-то пошел, шляп, и все, и попер. Да, там суровые мужики, мороз 40 градусов, дует, а тебе пофигу, ты же знаешь, что у тебя тут все. Ну, это да. Но тут-то сейчас не тот случай, у нас за бортом 25. Опачки, впиталось наполовину. Так, ну посмотрим, что будет дальше. Ребят, за запах могу сказать одно. На картинке здесь нарисован грейпфрут. Брешут. Стопудово не грейпфрут. Это что-то другое. Там еще какой-то листочек зеленый. Вот может быть это зеленью пахнет. Но не грейпфруктом, это так. Раз уже говорили за эту фирму, давайте сразу же перейдем к мылу. Мыло интересное. У него есть какие-то потуги на мичеловские вот эти вот всякие особенности. Типа там я плотный, смотри какая у меня пена, долгожительство, там я как могу. Да, это все есть. Но, опять же, я вот не случайно на этом акцент сделал, после того, как станком пройдете, а вот если гонца чуть-чуть, грейпфруктом все-таки как-то отдает, но забивается чем-то другим. Наверное, все-таки листьев много переложили, надо на грейпфрукте остановиться. Но после того, как прошел станком, не так уж и много там всего осталось. Возможно, это проблема в том, что я все-таки с катл залез. Не надо было туда лезть, а надо было сразу же на лицо идти. Кто-то из вас может так сказать и будет прав. Но, парни, не забывайте, первый раз, когда мы пошли на первый вот заход, я же там как-то в качестве пришейва-то его нанес. То есть, помимо того, что мы там по мазкам размазюкали, еще плюс еще я вот нанес. Так что тут тоже, так знаете, за ухи-то притянуто.
Я думаю, что оно само по себе по консистенции такое, что состав жалко не почитал, большого глаза рядом не было. Есть там ланолин или еще что-нибудь такое. Мне кажется, его там нет, а если есть, то очень-очень мало. Вот как-то так. И автошееву, и мылу, крему я бы, наверное, поставил в своей системе классификации 4. Дополнительных баллов бы не давал никаких совершенно. Ну разве что балл за внешний вид. Знаете, вот действительно оформлено, и подача, конечно, так, знаете, прям хорошая, прям нравится. Вот только из-за внешнего вида пятак, ну, тоже как-то так, знаете, не совсем понятно. Но на самом-то деле вид-то хороший, вы же видели на крупном плане. Не торкнуло, не зацепило, прошел мимо. Они меня забыли, да и я про них не вспомню. Как-то вот такое, знаете, вот внутри. То есть вот лично себе, конечно же, брать не стал. В качестве интереса, но попробовать. Ну, Сашка за нас ему все это сделал, молодчина. Сейчас там, наверное, сидит и ржет, прикалывается. Ну что, вот такие штуки-то тоже бывают. Так что спасибо Сане еще один раз. Брать вам, не брать, ребят, решайте сами. Тут покупать, не покупать, это каждый сам решает. Вот такое мое отношение к этой интересной, неизвестной для меня фирме. Что касается станка, ребят, ну, за станок говорит вот эта картинка. Вот те люди, которые делали этот станок, они вот не случайно вот это вот все вот изобразили. Я не знаю, почему вот такое название Above the Tea. Если я не ошибаюсь, в английском, то получается вроде как после чая. Вот поправьте, если я не прав. Но, блин, вот здесь я вижу джентльмена. И он ведет себя как джентльмен. Он не кричащий, он не вызывающий. Он спокойный, уверенный в себе, делающий свою работу. И причем, знаете, вот как воспитанный камердинер, да? Как? Ты только что про джентльмена говорил, какой тут камердинер? А вот тем не менее, помните вот Шерлока Холмса? Овсянка, сэр. Знаете, вот такое вот. Он не высокомерный, но цену себе знает. Вот что-то вот такое вот есть. Вот. Прям одно качество. Качество подкупает, убивает. Вот я бы вот эту вот ручку прям с руками бы оторвал и ходил бы вот так вот с ней, к каждой голове бы ее прикручивал, потому что, ну, ручка монументальная. Она сделана, во-первых, по моему весу, по моему размеру, и в-третьих, вот эта вот накатка, которая здесь есть, она вот, знаете, вот, бинго, десяточка, вот так вот. То есть стоит с дротиком, да, в Дарфорге. Вот надо ему одно очко выбить. Ну, в смысле, очко. 1 балл. Так вот он тырц и 1 балл выбивает. А там разброс-то, ой-ой-ой, какой. Ему шаг влево, шаг вправо, муха мимо пролетела, ветерком подула, хлоп, он 2 выбит, а ему 1 надо. Так вот, ребята, здесь 1 нужна была, 1 и выбили. Вот эта вот насечка, она не режет вам руку. Она не завальцованная. Помните, у нас был 3D Эдвин Джаггер? А что помните-то? Вот он. Здесь насечечка, ну не насечка, она сделана в форме насечки. Все хорошо, все здорово, но она, как бы, знаете, заглажена сверху. Пожалели нас с вами, родимые. Взяли вот это сверху-то все и загладили. И как только ручки-то у вас влажные, в мыле, и начинает тут опс. На 89-й несколько иначе. Здесь выступов таких нет, но здесь работает по принципу шкурки наждачной. И мыльные руки вас не сшибут совершенно. У Эдвин Джаггера 3D как бы маленечко по-другому. А вот здесь, да вы хоть солидоли руки измажьте. Хоть ВДшкой побрызгайте, да хоть чем, хоть там ланолином натрите, там какую хотите угодно сюда смазку пускайте. Я уж за мыло-то и не говорю. Никуда оно не денется, ради мое. Он в руках аж зависает. Вы его 2 пальчиками аккуратненько держите, и он держится именно там, где вы его держите. Вот этих предательских проскальзываний нет никаких. Короче, ребят, это хороший станок. Хороший станок, обалденный станок. Хороший станок. Таймлесс и Роквелл, в моем понимании, он, конечно же, не переплюнул. Но это не значит, что он плохой или средненький. Станок обалденный. Просто вот то для меня чуточку лучше, а это для меня чуточку попроще. Ну, не то чтобы попроще, менее приоритетно, скажем так. Станок обалденный. И Валерию Багли из Новосибирска еще раз огромное спасибо, что он его оставил у меня до осени. Он сейчас на заслуженном отдыхе, на даче. Вот осень придет, он скажет: Вадим, давай, и вот придется отправить. А пока вот могу вам показать. Помазок. Помазок — это вообще, ребята, раскардаш полный. Вот только что побрились, посмотрите, молодец, огурец, гвардеец, опять готов к работе.
Внешний вид достаточно презентабельный. Опять же, подача материала. Омега делает так, что она присылает вам не только упаковку, но и подставку сразу. Приятно. Цена не такая уж большая. В опасной бритве РФ, если мне память не изменяет, его можно приобрести что-то в районе 2000. Там 2, 200, 200, что-то вот такое вот. Барсук начального уровня. Насколько серьезно к нему нужно относиться и насколько требовательным быть. Ребят, ну изделие за 2000, как бы требовательность-то все равно должна быть, несмотря на то, что все-таки этот барсук начального уровня. Разбираем. Диаметр узла, да, небольшой, 22 мм, но с задачей своей полностью справляется. Ворс опустили ровно настолько, чтобы не создавать лишний вот этот вот хребет, который нафиг очень сильно мешает в работе. Вам же хочется всей кистью работать, вот этим всем навершием, а не только там пучком 5-10 мм, который посередине, чтобы у вас вот эта вот фигня тут ходила. А здесь делали грамотно, посадили вовнутрь настолько, что он не заострился, вот таким вот не стал, и вот так не разваливается. Здрасте, приехали. Вот этого здесь нет. Его работа настолько хороша, что он создает тот самый шарик, который я так обожаю в рока и в мужском материке. Чтобы лучше меня понимать, я вам скажу так. Те, кто часто летают, наверняка поймут, о чем я говорю. Подголовники вот эти вот, которые не надувающиеся, а которые, знаете, сшитые, вовнутрь там вот эти вот всякие шарики там впигованы. Так вот, есть такие мячики круглые из такого же материала. Так вот, вы когда вот такой мячик возьмете и начинаете катать, и вот он есть, вот этот шарик-то. И здесь он в начальном зародышном состоянии тоже присутствует. Но в моем понимании он несколько портит всю картину с остротой ворса. Потому что если вы возьмете вот этот мячик, который я вам говорил, возьмете его вот так вот тычинками там всякими нафигачите, ну как бы, хоть и лысый ежик, но ежик, а с ракой на ежик это мало приятного. Вот здесь-то вот оно и есть. Меня не смущает. У меня кожа такова, что вот эти вот покалывания я воспринимаю как точечный массаж. Но зато знаю, что есть люди, у которых как бы кожа-то, знаете, такая деликатная. Им бриться-то не всегда в кайф. А уж если там что-то тыкать начнешь, так он вообще с красной харей будет ходить. Оно надо. Ребят, помазок зачетный, ручка бомбезная, узел прекрасный. Есть пара вещей. Могу ли рекомендовать? Да, но если будете держать в голове пару вещей. Первое, самое важное. Ребята массажируют, все делают, но вот эти вот остренькие штучки, если вы их не любите, не берите, потому что колоть будет. Я не знаю, это особенность моего помазка, но скорее всего это все такие помазки. Но этот колючка, не та колючка, что это в кровищу все раздербанит, нет. Но вы их явно будете чувствовать. Особенно, когда будете работать в раскоряку. В кистевой работе вы этого даже не почувствуете. Нет, этого не будет. А вот как в раскоряку-то пойдете, вот там он себя напомнит. И второй момент. Псина. Псина, блин, ну такая качественная, такая хорошая. Прям, знаете, прям такая вот хорошо сделана. И даже мыло ее не перебило. Вот после того, как мыло раз, и мыло уже стало псиной пахнуть. Помните, я говорил, по этим станком прошел и псиной запахло. Тут нужно какой-то ядрен батон. Возможно, на парорасы перейти, возможно, на какие-то другие вещества, которые очень хорошо вышибают запах. А может быть, перекиси водорода обработать, как я говорил, да и все. Заслуживает в качестве первого барсука на попробовать, если вы не боитесь запахов, у вас на них аллергии нет и не боитесь тычинок. Работа великолепная. Вот такой работы здесь точно нет. Это спортсмены. На разминке тыр-тыр иногда бывает, что вот просто особенно в легкой атлетике побегали, то все сделали, пошла разминка, один другому помогает, спина к спине становится, раз руками берутся, и так раз потряс, позвоночник стряс, раз потряс, позвоночник друг другу стрясли. Все это знаете, да? А вот теперь представьте, что не спина к спине, а вы к другу подходите и коленку вот так вот на себя, и куда у вас позвоночник? Вот он, сука, коленку-то и пихает. Нету здесь вот это вот. Здесь вот коленкой работает. Вот на, брейся. Ну кому приятно. Ну вот здесь вот оно все-таки есть. Да, можно раздавить, уйдет в раскоряку, но все-таки тут надо будет постараться. Здесь стараться не надо. Он сам все делает. Ну, запах и тычинки. Так, заговорили вы меня. Чаша. Общая оценка 5. Хотел бы еще отдельно балл добавить за размеры.
потому что таких размеров, ребята, 18,5 по наружке я еще не видел. Сколько туда воды вошло, я не знаю, но 2 раза чаю-то попить хватит, это точно. Температуру хранил до самого конца, пена сбивается монументально. Держать в руке, у меня среднего размера рука, держится замурчательно. Внешний вид прекрасен. Дмитрию Алиференко респект, рахмат, поклон за то, что подогнал вот эту чашу и за то, что я смогу ее выставить на розыгрыш и порадовать вас. Ограничения, ребята, я думаю, что все-таки есть. У кого небольшие ванные комнаты, то я не знаю, куда вы ее ставить будете. А для тех, у кого в 2 уровнях и там все как надо, парни, вещь, бомбезная вещь. Кто не боится больших размеров, это просто лялечка, просто песня. Мне очень понравилось. Прям, и вот особенно расцветка. Помните, у нас и зеленые, и синие были. Да, все хорошо, все здорово, но здесь он какой-то такой, да, светлый какой-то, такой веселый. На этом, ребята, разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо и душистые запашистые вам пены. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока.